Здравствуйте, дорогие мои близнецы! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это ваш астрологический прогноз на следующую неделю с 19 по 25 февраля. Множество разных событий может произойти в вашей жизни, поэтому наливайте чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Мы начинаем! Понедельник начнется с того, что Солнце переходит в знак зодиака Рыбы до 20 марта. Оно будет находиться в вашем 10-м доме гороскопа. А это желание быть наедине с самим собой, чтобы вас никто не трогал, чтобы вас никто не напрягал. И так как 10-й дом это карьера, работа и вообще ваша профессия, вы можете устать вот в течение всего месяца, начиная с понедельника до марта, до середины марта, устать от своих каких-то обязанностей, устать от того, что постоянно вам кто-то трезвонит по телефону, постоянно вами управляет, потому что 10-й дом это начальство и власть над вами, руководство. Может быть, они будут вас напрягать, может быть, они будут какие-то новые стандарты вводить в работу, или постоянно вами разбрасывать то на одну точку, то на другую, либо управлять, манипулировать вами. Поэтому здесь захочется, чтобы от вас все отстали, я знаю, чего я хочу, не трогайте меня, пожалуйста. Или я профессионал, зачем вы меня постоянно мучаете, я знаю свою работу, не нужно мне по 100 раз долбить. Может быть и такое. Также желание делать добро может возникнуть, потому что Солнце в Рыбах это чувствительность других людей. Вы будете чувствовать как будто энергетику других людей и сможете кому-то помочь даже тогда, когда вас будут об этом не просить. Затем, все, что касается отца, 10-й дом это отец, это все, что связано по мужской линии. Может быть, вы будете общаться с родственником, с братом или с дядей на какие-то вещи очень важные касательно работы, либо какой-то вопрос нужно будет уладить и нужно будет обратиться непосредственно к мужскому роду в вашей семье. Популярность это тоже 10-й дом, вы можете стать популярны до 20 марта, ваша репутация может вырасти, кто-то вас будет обсуждать, знаете, заочно, вы даже знать об этом не будете, но вы будете очень популярны, и это очень хорошо, близнецы, я за вас рад. Ну и действительно, еще 10-й дом это когда вам нужно будет действовать серьезно, структурированно, чтобы не расплескать всю свою энергию. Поэтому в понедельник нужно четко знать, чего вы хотите и идти к цели. Вот прям все, хочу машину, коплю на машину. Хочу на Гоа, поеду на Гоа, но надо сначала поработать, там 5-2 по 12 часов. Поэтому здесь не нужно расплескиваться энергией, это очень важно. Вторник и среда. Луна переходит в знак зодиака Рак, ваш 2-й дом гороскопа. А это все, что связано с деньгами, с заработком, с тратами. Может быть, кто-то из вас получит зарплату или аванс, и вы захотите что-то прикупить в дом, что-то, какую-то романтическую обстановку устроить, потому что все-таки Луна в Раке это такое что-то такое сентиментальное, такое прям чувствительное. И захочется как-то еще и вокруг себя все это обложить, чтобы было красиво и уютно. Затем Луна в Раке это материнские чувства просыпаются. Вы можете детям что-то купить, приобрести. Может быть, вы давно им что-то обещали, не могли дать денег в долг или купить что-то. И вот здесь вот появится желание помочь своему ребенку и наконец-то дать ему то, что он хочет. Затем ностальгия. Это может касаться семьи, в которой вы родились. Вы словно предадитесь воспоминаниям каким-то во вторник и в среду. Вот как с мамой было хорошо, будете вспоминать вечерами, либо как вот с папой мы ездили на рыбалку, или как вообще с семьей вместе собирались, куда-то ходили, какие-то походы или на шашлыки. Будут вот такие воспоминания у вас во вторник и среду. Помимо всего прочего, 2-й дом это момент, когда проявляются какие-то таланты, какие-то способности, которых вы не знали. И здесь вы будете сначала продумывать, а неужели я это могу, а неужели я действительно могу управлять людьми, к примеру, если вы всегда были наемным сотрудником, и у вас может появиться такая мысль, что а я же могу руководить, а я же могу обучать, а я же могу вообще и то, и другое, 5-е, и 10-е. Здесь могут появиться и такие, возможно, мысли. Ну и важно не попадать под влияние чужих людей, особенно с теми, с которыми вы плохо знакомы, потому что вами захотят манипулировать в своих личных целях, корыстных целях, поэтому думайте, прежде чем соглашаться на что-то, на какое-то дело или на какую-то авантюру, чтобы на вас потом все не сгребли и вообще не сделали из вас крайнего.
Пятница. Планета Меркурий переходит в знак зодиака Рыбы в вашем 10-м доме гороскопа, в котором находится Солнце. А это погружение в себя, погружение в мысли, в свои желания, в свои иллюзии о будущем. Особенно это будет касаться карьеры, работы и вашего призвания, вашей профессии. Вы можете начать фантазировать, что вы станете руководителем. Или возьмете какой-то проект под свое крыло и доведете его просто до каких-то вершин. Либо клинику будете открывать, какой-то свой бизнес, да, и будете думать, о, как было бы круто, здорово, если бы вот у меня был там, не знаю, стоматологический кабинет или, не знаю, магазин одежды. И здесь вот какие-то мысли будут приходить на этот счет. Затем вы будете менее активны одновременно с этим. Захочется полежать, захочется поразмышлять, пофилософствовать даже. Может быть и такое. Затем придут какие-то новости, дорогие близнецы. Это будет касаться... Это будут новости от начальства, от руководства, над которыми вы будете думать. Может быть, какие-то нововведения будут на работе, либо какие-то правила новые, и вы вот словно будете их постоянно в голове крутить. Вот здесь, близнецы, пожалуйста, остановите свой круговорот мыслей и просто отгрузите все на флешку, все ваши мысли вот прям на флешку. Ничего плохого не происходит, не произошло, поэтому спокойно, с расстановкой действуйте так, как всегда. Даже если какие-то перемены будут, новости от руководства будут, воспринимайте их спокойно и, так вот решили, что теперь, хорошо, буду, значит, работать теперь так. И нужно, конечно, прислушиваться к внутреннему голосу, потому что Меркурий в рыбах – это сильная такая, знаете, интуиция. Поэтому здесь, если вот что-то вам будут предлагать по поводу работы, перейти в другой отдел или попробовать другую профессию, или вы, если сейчас находитесь без работы, да, и вы будете выбирать пойти туда или сюда, слушайте себя, слушайте, вот прям, будете вы справляться или нет, сможете вы 12 часов в ногах стоять или не сможете. Поэтому слушайте внутренний голос. Меркурий в рыбах вам придаст эту, знаете, уверенность в себе, во-первых, а во-вторых, верный путь подскажет. Вот прям вот себя слушайте. Не кого-то, а себя. В выходные Луна переходит в знак зодиака Дева, ваш 4-й дом гороскопа. Навести порядок захочется, навести порядок дома, навести порядок вот именно в жилище, может быть, что-то выкинуть захотите, переставить что-то захотите, приобрести что-то захотите, технику какую-то, либо еще что-то. А все, что касается родителей, особенности мамы, вы захотите встретиться с ней, поехать домой, каким-то вещам таким ностальгическим посвятить себе выходные. Затем все, что касается переездов, это тоже 4-й дом. Вы захотите сосредоточиться над тем, может быть, мне стоит переехать в эту квартиру, или, может быть, в другой город, или в другую страну. Вы будете думать об этом в выходные. Может быть, даже в мыслях своих уже чемоданы распределять, что возьмете с собой, что не возьмете. Это может быть также и отпуск. Затем Луна в Деве – это нервозность. Вас может раздражать любое, знаете, неповиновение другого человека или детей. Вот они не слушаются, все, у вас будет бум, взрыв. Захотите все кромсать, крушить и тому подобное. Либо какую-то просьбу вы своему любимому человеку попросите о чем-то своего любимого человека, а он не выполнит. Или скажет: ой, все, отстань, ерунду какую-то говоришь. И это вас взорвет. Как так? Для меня это важно. Почему ты меня не слушаешь? Поэтому здесь, дорогие близнецы, нужно все-таки немножечко успокоить свой пыл. Да, бывает что-то, вот мимо люди ушей своих пропускают, поэтому ничего страшного не произошло. Ну и, возможно, будете вмешиваться в чужие дела. Как бы это грубо ни звучало, но будете стараться помочь кому-то в тот момент, когда вас об этом не просят. Какой-то совет будете давать, или советы, или консультировать кого-то. Вот не надо так делать, нужно делать так. Да что ты наступаешь на одни и те же грабли, Манька, не нужно наступать. Ведь это ж было уже на прошлой неделе, зачем ты опять идешь туда? То есть здесь советы от вас в адрес другого человека могут быть навязчивыми, и вас могут обвинить в том, чтобы вы вообще не лезли, не трогали меня или себя, или кого-то там еще. Поэтому здесь, близнецы, не нужно никуда лезть в чужие дела. Лучше сосредоточьтесь на себе, особенности на недвижимости, на переезде и на родителях. Может быть, им нужна будет помощь в субботу и воскресенье. Ну и вообще выходные лучше с ними провести. Дорогие близнецы, это был ваш астрологический прогноз на следующую неделю. Я желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви и терпения. Что бы на следующей неделе ни происходило, пожалуйста, держите себя в руках и знайте, ради чего вы живете, куда вы стремитесь, и идите только вперед. Все остальное абсолютно не важно.
Спасибо большое за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали. Впереди нас ждет много интересного. Близнецы, родные, любимые, удачи вам. До свидания.